Маша очень ждала маму, готовилась к ее приезду, несколько раз осмотрела себя в зеркале. Такая она точно ей понравится, и мамочка ее заберет к себе. С бабушкой тоже хорошо, но так хочется жить уже с мамой. Она присела на диван, расправила платье. Бабушка сказала, что когда мама придет, она сама дверь откроет, а коридор у них тесный, и поэтому девочка ожидала в комнате. Вот и раздался звонок. Как же Маше хотелось побежать вперед бабушки, но осталось сидеть. Но когда мама вошла в комнату, она уже не удержалась и побежала обнимать. «Мама, ты вернулась со своей командировки. Я так долго тебя ждала!» Обрадовалась девочка. «Теперь ты меня заберешь?» «Нет, не заберу!» Крикнула Надежда на ребенка. Но почему? На глазах у девочки выступили слезы. Это была первая встреча Маши и Надежды за 2 года. 4 года назад Надежда отдала свою единственную дочь на воспитание бабушке, Валентине Ивановне, матери своего покойного мужа. Познакомились Надя с Сергеем давно, когда еще Надежде было 17, а Сергею 22 года. Тогда они попали на вечеринку к общим друзьям. С тех пор больше не расставались. Когда Надежда окончила учебу, молодые сыграли небольшую свадьбу и стали жить вместе. Сергей на тот момент устроился работать вахтовым методом, за год смог накопить на небольшую квартирку, куда они с молодой женой переехали от матери Сергея. Там уже Надежда узнала, что ждет ребенка. Счастью не было предела в их семье. Молодой муж еще больше начал заботиться о жене, берег ее как мог. Когда наступил момент родов, Сергей быстро взял себя в руки и доставил жену в самый лучший роддом. Это уже потом он словил момент слабости и не находил себе места, пока жена находилась в родах. Измерял квартиру шагами, смотрел в окно на птиц и мечтал, как они будут вместе гулять в этом сквере, который виден из их окна. «Сереженька, миленький, у нас родилась дочка!» Послышался уставший голос жены в телефоне у мужчины. «Наденька, я люблю тебя. Я люблю вас с дочкой. Я самый счастливый на свете муж и отец. Спасибо тебе, родная!» Счастливый Сергей почти кричал в трубку телефона. Теперь только он мог успокоиться. Позвонил своей матери, рассказал радостную новость, а сам начал подготавливать детскую комнату. До родов жена не разрешала ничего делать. На 4-й день после родов мама с дочкой были готовы к выписке. Счастливый Сергей с 5 утра суетился и готовился забрать маму и дочку из роддома. Украсил квартиру, купил подарок Надежде, съездил за огромным букетом цветов и отправился за ними. Примерно на полпути случилось несчастье. На встречную полосу вылетел грузовик, водитель которого был в нетрезвом состоянии. Сергей не выжил. Надежду с ребенком забирала подруга. Она не могла сразу рассказать подруге о случившемся, поэтому всю дорогу придумывала отмазки, почему Сергей не приехал за ними. Когда они зашли в квартиру, Ирина, подруга Надежды, осторожно рассказала про аварию. Но Надю было не остановить. Она крушила все на своем пути, раскидывала все приготовленное для ребенка. Пришлось даже скорую вызывать. Около недели после похорон девушка не подходила к ребенку. Подруга с бабушкой по очереди сидели с малышкой. Спустя неделю Надежда немного пришла в себя. Начала автоматически заниматься ребенком, но без каких-либо эмоций к девочке. Бабушка с подругой по-прежнему старались как можно чаще наведываться к молодой маме с ребенком. Шли неделя за неделей, а Надя все так же была холодна и безэмоционально, совсем не улыбалась. Однажды, когда Валентина Ивановна пришла проведать внучку, у Надежды снова случился срыв. «Наденька, у нас с тобой общее горе, но, понимаешь, нужно продолжать жить дальше, ради нашей Машеньки. Ты хоть бы улыбалась иногда Машуньке, она ведь все чувствует». Тихонечко начала разговор Валентина Ивановна. «Да ненавижу я Машку.
Это из-за нее Сережа разбился. Она горе принесла в нашу семью. Начала кричать Надежда. Что ты, дочка, успокойся. Разве можно так? Повышенным тоном ответила Валентина Ивановна. Ладно, извините меня. Я постараюсь поласковее обходиться с дочерью. Спустя 2 года после трагедии Надежда вышла на работу. Жизнь вошла в привычную колею. Все шло своим чередом. Бабушка продолжала помогать Наде с ребенком. И вот, когда Маше исполнилось 5 лет, Надежда попросила Валентину Ивановну взять ребенка к себе на время, ссылаясь на то, что ее повысили на работе и теперь совсем не успевает заниматься Машей. Обещала, что будет на выходные забирать ее и обеспечивать деньгами. Бабушка согласилась, тем более ей и самой было не очень удобно мотаться через полгорода к ним. Первый месяц все так и было. Надежда забирала Машу на выходные и давала деньги на содержание ребенка бабушке. А позже встречи матери и ребенка стали все реже. Откупалась деньгами и подарками. Когда Маше исполнилось 7 лет, Надежда пропала совсем. На связь она не выходила, но деньги так и продолжали поступать на карту Валентине Ивановне. «Бабушка, я хочу к маме. Давай поедем к ней», — умоляла девочка. «Машунь, мама уехала в командировку. Когда вернется, обязательно к нам приедет», — отвечала бабушка. Валентина Ивановна не раз ездила к Надежде. Она видела, как переживает Маша. Но Надя либо была не дома, либо перед самым носом закрывала дверь. На контакт она не выходила. Прошло еще 2 года. Когда наступил 9-й Машин день рождения, в дверь позвонили. На пороге стояла Надежда с большой куклой в руках. Надя прошла в дом, протянула игрушку дочери со словами «С днем рождения, Маша!». «Мама, ты вернулась со своей командировки! Я так долго тебя ждала!» — обрадовалась девочка. «Теперь ты меня заберешь?» «Нет, не заберу!» — крикнула Надежда на ребенка. «Но почему?» На глазах у девочки выступили слезы. «Да потому что, когда ты родилась, в наш дом пришло несчастье. Из-за тебя отца не стало». «Надя, а ну-ка замолчи! Не стыдно тебе такое ребенку выговаривать?» Вмешалась бабушка. «Валентина Ивановна, я хочу сказать вам следующее. Я встретила мужчину и сейчас жду ребенка. К вам я пришла, чтобы сообщить о своем решении. Я хочу написать отказ от Марии». «Мама, а как это написать отказ?» Не унималась Маша. «Солнышко, пройди, пожалуйста, в свою комнату. Мы поговорим с мамой и начнем праздновать твой день рождения», сказала бабушка девочке. Маша, взяв куклу, ушла в свою комнату. «Надежда, я не осуждаю тебя за то, что ты встретила мужчину. Но Маша ведь твоя кровиночка. Неужели у тебя сердце не болит за свое отношение к ребенку?» «Может, и болит иногда, но я не смогла ее полюбить. Вы уж простите меня за все. И у Машки потом прощения за меня попросите. Но так будет лучше для всех». После этих слов Надя стала собираться на выход. Отказную она написала. Бабушка оформила опекунство и продолжала воспитывать внучку. Маша часто спрашивала у бабушки про маму, а та все придумывала отговорки. Но когда Маша стала взрослее, бабушка все же рассказала ей правду. После этого разговора Маша перестала интересоваться матерью совсем. Однажды, когда Маша уже была взрослой, она прогуливалась по парку с мужем и сыном, который расспрашивал обо всем на свете. Навстречу им шла пара с коляской и бабушкой, которая ее катила. Бабушка улыбалась малышу и что-то приговаривала. Они узнали друг друга, когда их взгляды встретились, но не сказали ни слова. Маше уже не нужна была мама, а у Надежды что-то кольнуло внутри, но она уже ничего не могла поделать. Вот такая история, друзья. Напишите, пожалуйста, что вы думаете об этой истории. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Всего вам доброго. До свидания.